Моя семья постоянно просит меня приготовить именно эти кабачковые оладьи. Показываю самый простой способ превратить обычный кабачок в классный ужин. Натираем на крупной терке один кабачок и перекладываем его в миску. Сюда же разбиваю 2 яйца, добавляю немного соли, сладкую паприку для красивого цвета и черный перец по вкусу. Друзья, напишите, из какой страны вы меня смотрите. Я всегда с большим интересом читаю ваши комментарии. Добавляю 2-3 столовых ложки обычной муки и столовую ложку кукурузной муки. Получится невероятно вкусно, обязательно попробуйте. Натираем сыр. Подойдет любой сыр, который вам нравится и который хорошо плавится. У меня сегодня моцарелла. Отправляем сыр в миску. В процессе жарки он расплавится и сделает серединку оладий очень аппетитной. И мелко нарезаю небольшой пучок укропа. 1 куриную грудку нарезаем самым мелким кубиком. Благодаря такой нарезке мясо приготовится быстро и останется мягким и сочным. Теперь перекладываю куриное филе в тесто. И еще раз все тщательно перемешиваем. Вот так. Посмотрите, какая курочка, ароматный укроп, сочный кабачок. И еще маленький секрет для сочности. Добавим сюда пару столовых ложек кукурузы. Получится очень по-летнему вкусно и сочно. Хорошо разогреваем сковородку с растительным маслом. Выкладываем наши оладушки и жарим их на среднем огне до готовности. Сыр внутри уже начинает слегка подтаивать, а корочка становится золотистой. Вы только послушайте, как приятно они шипят на сковороде. В сезон кабачков этот рецепт буквально спасает меня, когда нужно приготовить что-то быстрое без лишней возни. Напишите, кстати, из какого вы города или страны и часто ли у вас дома готовят кабачковые оладьи. Будет очень интересно узнать, насколько это блюдо популярно в разных уголках мира. Оладушки переворачиваем. Посмотрите, какая корочка аппетитная, а внутри они невероятно сочные, нежные. Нежный кабачок, хрустящая кукуруза, сочная и сытная куриная грудка. Это просто волшебный ужин, друзья. Доводим наши оладьи до готовности с другой стороны. Аромат на кухне стоит просто невероятный. Как жаль, что вы не можете его почувствовать, и я не могу угостить вас оладушкой через экран. Так что вам обязательно стоит это приготовить. Очень просто, вкусно, быстро, и после готовки почти не остается грязной посуды. Внутри оладушки получаются сочными и нежными, а снаружи с приятной румяной хрустящей корочкой. Подаем их со сметаной или густым йогуртом, и можно добавить немного свежих помидоров или сальсы. Давайте разрежем оладушку. Только посмотрите, какая вкуснятина! Подписывайтесь на канал, поделитесь видео с друзьями и приятного аппетита!